Друзья, приветствую вас на канале Хельга Вайт «Живем в Словении». Сегодня я решила рассказать вам о некоторых аспектах европейской жизни, а именно, чем они отличаются от российской жизни или, например, от жизни в постсоветском пространстве. Особенно мой ролик будет полезен тем людям, которые задумываются о переезде в Европу, чтобы для них в их дальнейшей европейской жизни было как можно меньше различных сюрпризов неприятных. Оставайтесь с нами, будет интересно. Вам придется привыкнуть к тому, что в Европе и в частности в Словении врачи не ходят по домам. То есть, если у вас поднялась температура или у вашего ребенка, или насморк, или кто-то закашлял, да, абсолютно любая проблема со здоровьем, и вы бы в России, например, вызвали педиатра или терапевта себе на дом, то здесь врачи по домам не ходят совершенно. То есть нет вообще абсолютно такой функции, чтобы выбрать себе врача на дом. И что касается вызова скорой помощи. Если вы в состоянии доехать сами, самостоятельно до больницы, или, например, вас может кто-то отвезти, или вы в состоянии отвезти вашего ребенка в больницу, то скорую помощь здесь не вызывают. Скорая помощь – это только для тех случаев, когда человеку реально требуется сиюминутное оказание медицинской помощи, и он не может быть доставлен в больницу. Многие русскоязычные мигранты этого не могут понять и не могут этого момента принять. Поэтому советую вам обдумать и привыкнуть к такой новой привычке заранее. Также хочу вас предупредить, что вам придется покончить с самолечением, так как лекарства в Европе, и в частности в Словении, идут по рецепту, особенно антибиотики. И даже если бы вы захотели, то никто вам антибиотик без рецепта не продаст. Поэтому для начала нужно обязательно обращаться к своему врачу, и чтобы он вас осмотрел и уже выписал вам соответствующее необходимое лекарство. Также здесь вам нужно привыкнуть немного к другой культуре вождения. В Европе нужно быть вежливым в первую очередь, уступать участникам движения, если они вам показывают, подают вам сигнал, что они хотят перестроиться. Здесь не принято быть грубым и, видя, например, поворотный сигнал, ускоряться, да, как многие делают в России, чтобы не впустить человека. Здесь это не принято. Вы должны притормозить, вы должны вежливо уступить дорогу. Помимо этого, вы должны соблюдать скоростной режим и, естественно, все соответствующие правила дорожного движения, пропускать велосипедистов, пешеходов. Если вы обгоняете велосипедиста, то вы должны по новым правилам, по-моему, за 1,5 метра его объезжать. То есть ознакомьтесь, пожалуйста, с этими моментами тоже заранее. Может быть, вы очень веселый компанейский человек, который привык до полуночи слушать музыку с друзьями, не обращая внимания ни на каких соседей. В Словении такая жизнь просто невозможна. Здесь после 10 вечера нельзя шуметь, нельзя нарушать покой соседей. Соседи могут сделать вам предупреждение, если вы не послушаете их, то они вызовут полицию. Полиция в Словении очень быстро реагирует, буквально через минут 5 или 10 они приедут и выпишут вам очень высокий штраф. И после того, как вы оплатите этот штраф, в следующий раз вам точно не захочется нарушать покой соседей.
В Европе действует раздельная сортировка мусора, и поэтому нужно знать заранее и быть к этому готовым, что вам придется сортировать мусор дома. Нужно будет пластик собирать отдельно, бумагу отдельно, пищевые отходы отдельно. То есть, если у вас в России был один мусорный пакет, то будьте готовы, что в Словении у вас их будет минимум 4. В вашей новой европейской жизни вам не придется опасаться бездомных бродячих собак, так как их здесь просто вы не найдете и нигде не встретите. С другой стороны, если вы привыкли подкармливать бездомных милых кошечек, то хочу вас разочаровать, здесь вам это тоже не удастся делать. В Словении практически нет бездомных животных. Все животные, которые оказываются каким-то образом на улице, они все будут подобраны, чипированы и отправлены в приют. И если даже вы хотите взять себе кошечку или собачку домой, например, а денег у вас купить нет, и вы хотите пойти в приют и выбрать себе какое-то приютское животное для дома, то будьте готовы, что вам это не удастся сделать быстро, потому что зачастую даже на животных из приюта очень большая очередь из желающих. Если вы хозяин четвероногого друга и с ним переезжаете в Словению, или, например, на будущее хотите приобрести себе собачку, то будьте готовы, что за своим четвероногим другом вам придется убирать на улице. Если вы любитель шашлыков и различных пикников, то хочу вас предупредить, что здесь, в Европе, нельзя проводить пикники и жарить шашлык там, где вы хотите, в любом понравившемся месте. То есть в каком-нибудь лесу на опушке, на берегу реки. Это все отменяется, это все запрещено. Для таких мероприятий есть строго отведенные места, и зачастую они платные. То есть нужно заранее зарезервировать для своей компании время, оплатить, и потом туда прийти, и там, значит, устроить веселый праздник. В Словении вы будете чаще использовать велосипед, так как здесь практически повсюду по городу велосипедные дорожки, а парковки в городе везде платные, и в центре еще не так легко найти свободное место, например, в будний день. Поэтому люди используют часто велосипед, потому что это быстро, удобно. В городе, в Любляне, есть очень удобная система проката велосипедов. То есть на остановках, например, стоят велосипеды прокатные. Вы можете подойти, взять велосипед в одном месте и вернуть его, поставить в другом месте, ближе к тому месту, куда вам нужно, например, доехать. Причем, если вы зарегистрированный пользователь этой системы, то у вас есть возможность час пользоваться велосипедом бесплатно. То есть вы взяли в одном месте, быстро доехали до того места, куда вам нужно, там оставили велосипед, сделали все свои дела, взяли снова велосипед и вернулись. Так что я считаю, что это такая достаточно приятная и удобная привычка. Здесь и удобство, и здоровье, два в одном. Обязательно советую вам осознать и принять тот факт, что по воскресеньям и праздникам здесь не работают магазины, даже продуктовые.
То есть, если вы заранее не закупили продуктов, то у вас не будет возможности пойти в воскресенье и в праздничный день и купить себе вашу привычную продуктовую корзину. Конечно, не все всегда помнят, и местные бывают забывают, что завтра выходной день и магазины не работают. Для таких случаев, естественно, можно пойти в кафе, в ресторан или зайти в пекарню, купить себе там булочек или каких-то, не знаю, сосисок в тесте, грубо говоря. Или, например, можно прийти на заправку. На заправке магазин всегда работает, независимо от того, праздники или выходные дни. Вот такой момент, к которому нужно тоже быть подготовленным заранее. Магазины здесь не работают круглосуточно, как, например, у нас в Санкт-Петербурге. То есть, если ты захотел что-то купить, ты можешь пойти ночью в большой крупный гипермаркет и там купить себе продукты. Нет, здесь, как правило, в будний день все магазины закрываются в 8 или в 9 вечера. То есть все, после этого времени у вас уже не будет возможности ни в 10, ни в 11, ни в 12 ночи пойти в магазин. То есть вам уже придется либо идти в магазин на заправочную станцию, либо уже дожидаться 8 утра, чтобы пойти к открытию и купить то, что вам необходимо. Друзья, я, наверное, уже подхожу к последнему пункту, который был у меня в списке. Вам нужно понять, что несмотря на то, что славянская кухня очень похожа на российскую, но все же некоторых привычных для вас продуктов в обычных магазинах здесь не купить. Например, вы не купите квас, селедку или, например, пельмени. То есть вам придется как-то либо менять свои вкусы, приспосабливаясь к новым продуктам в вашем рационе, либо, например, есть, конечно, выход из этого положения, вы будете пользоваться русскими магазинами, которые для вас предусмотрительно открыли русские мигранты. Итак, друзья, если мой ролик был для вас интересным и полезным, а также если у вас есть какие-то дополнения, то, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайк и надеюсь, до новых встреч!